Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня утром известный композитор Игорь Николаев был выписан из больницы, где провел почти 3 месяца. Еще в декабре прошлого года Игорь Юрьевич получил ранение в зоне спецоперации, куда ездил для проведения музыкальных концертов. На данный момент состояние здоровья Игоря Николаева стабильное. Комитет и прокуратура Российской Федерации арестовала вице-премьера Чувашии Павла Данилова по обвинению в получении крупных денежных взяток и ценностей. Стало известно, что за последние 2 года вице-премьер Чувашии получил денежные взятки и ценности на общую сумму более 200 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Большая потеря в мире российской музыки и культуры. Несколько часов назад ушел из жизни известный советский и российский композитор, народный артист России Адриан Корчинский. Адриану Корчинскому было 65 лет. Он ушел из жизни после долгого и тяжелого заболевания, предварительно пневмонии. Адриан Корчинский писал музыку к песням таких известных артистов, как Николай Караченцев, Иосиф Кобзон и Лариса Долина. Накануне вечером трагически погиб глава Алтайского края Завьяловского района и министр легкой промышленности Николай Онищенко. 50-летний чиновник ушел из жизни в результате огнестрельного ранения. ЧП произошло в тот момент, когда чиновник выходил из придорожного кафе. По данным прессы, Николай Онищенко вместе с коллегами возвращались из деловой командировки и остановились поужинать в одном из придорожных кафе Завьяловского района Алтайского края. По всей вероятности, за чиновниками кто-то следил, так как в момент выхода из кафе их поджидала черная тонированная иномарка без номеров. Пассажиры данной машины и совершили нападение. Глава Алтайского края скончался на месте. Также погиб и его коллега по работе Владимир Бирюзов. Возбуждено уголовное дело. Преступников по горячим следам задержать не удалось. Комитет Михалкова и Следственный комитет Российской Федерации во главе с товарищем Бастрыкиным начал проверку бизнеса известной певицы 90-х годов Маши Распутиной, в частности 7 горно-перерабатывающих заводов на Алтае, которые принадлежат Маше Распутиной. Машу Распутину обвиняют в сговоре с местными чиновниками. Якобы она открыла свой бизнес без согласования с вышестоящими эшелонами власти и на протяжении длительного времени не платила налоги. На данный момент ведется расследование. Известная актриса Рената Литвинова и певица по имени Земфира стали жертвой ограбления во время отдыха в Италии, в городе Милане. Во время посещения крупного супермаркета 2 известные артистки на время отвлеклись, и у них пропали 2 женские сумочки, в которых находились дорогие телефоны, айфоны последней модели, банковские кредитные карты и финансовая наличность на общую сумму 70 тысяч евро. Преступников задержать не удалось. Рената Литвинова и певица Земфира уже длительное время проживают за рубежом, во Франции, а в Италию приехали на отдых. Известный телеведущий и журналист Атар Кушанашвили стал отцом в 9-й раз. У Атара было 9 сыновей, а накануне родился 10-й, назвали Вахтангом. Это большая победа и начало новой жизни для Атара Кушанашвили, ведь совсем недавно 54-летний телеведущий смог побороть онкологическое заболевание. Министр обороны Российской Федерации и первый заместитель комитета Андрей Белоусов
получил новое звание. Теперь Андрей Ремович является генералом-полковником. На данный момент Белоусов находится с проверкой в Курской области. Пресс-служба комитета сообщает о чрезвычайном происшествии с известным певцом Олегом Газмановым. Олега Михайловича Газманова уличили в даче крупной денежной взятки в размере 100 миллионов рублей. По данным прессы, Олег Газманов попытался подкупить должностное лицо, известного общественного деятеля Дмитрия Пескова. Момент чрезвычайного события попал на видеокамеру, и теперь Олегу Газманову придется отчитаться за свой поступок. По данным прессы, Олег Газманов совершил данное деяние ради своего сына Родиона, которого совсем недавно убрали из депутатов. Олег Михайлович Газманов попытался заступиться за своего сына и с помощью денежных средств вернуть ему прежнее место в эшелонах власти. Однако из затеи Олега Газманова ничего не получилось. Теперь известным артистом займется Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Напомним, что Родион Газманов получил криминальную известность еще год назад. В январе 2024 года Родиона задержали в городе Калининграде. Там у него находился игровой бизнес. Проверку проводили сотрудники комитета, актриса Ирина Муравьева и ныне покойный Вячеслав Добрынин. Они практически поймали Родиона Газманова на месте преступления, однако за сутки до ареста произошло чрезвычайное событие. Неизвестные преступники совершили нападение на Вячеслава Добрынина и Ирину Муравьеву, когда они остановились в одной из гостиниц города Калининграда. Тогда Ирина Муравьева и Вячеслав Добрынин получили тяжелые ранения и долгое время находились в больнице. Родиона Газманова отправили в следственный изолятор, однако за него вступились вышестоящие эшелоны власти, в том числе и Дмитрий Песков, и в итоге Родиона Газманова освободили. Скончалась воспитательница детского садика Алла Сергеевна, которая несколько дней назад попала в дорожно-транспортное происшествие с певцом Александром Буйновым, который был виноват в той ситуации. Если до сегодняшнего дня Александру Буйнову грозил крупный денежный штраф и лишение водительских прав, то теперь против Александра Буйнова будет возбуждено уголовное дело. Отметим, что совсем недавно Александр Буйнов за свой проступок был исключен из комитета Никиты Михалкова. О известном общественном деятеле Евгении Пригожине снимут документальный фильм. Напомним, что Евгения Викторовича нашли живым и невредимым еще в конце прошлого года. В данном фильме Евгений Пригожин расскажет о своей судьбе, а также как ему удалось избежать трагического финала. Отметим, что на данный момент Евгений Пригожин работает в службе безопасности комитета. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.